Течение вариантов. Поле информации. Откуда берутся предчувствия, интуиция, предсказания, открытия, а также шедевры искусства? Действительно ли изобретает и творит именно разум человека? Течение вариантов – это роскошный подарок для разума, но человек и не подозревает об этом. А что такое приметы и почему они работают? Когда вы двигаетесь по течению, мир идет к вам навстречу. Пространство вариантов представляет собой поле информации или энергетическую матрицу, шаблон того, что и как должно быть. Когда энергия, настроенная на определенный сектор матрицы, подсвечивает его, тогда шаблон реализуется в виде материальной формы. Возникает вопрос, а можно ли использовать эту информацию, пока она лежит в нереализованном виде? Можно сказать, мы все этим занимаемся каждый день. Сознание не умеет читать информацию из пространства вариантов. Зато подсознание выходит на информационное поле напрямую. Именно оттуда берутся предчувствия, интуиция, предсказания, открытия, а также шедевры искусства. Информация поступает в сознание, либо из внешнего мира как интерпретация внешних данных, либо из подсознания на интуитивном уровне. Данные, записанные в поле, это, грубо говоря, истина в чистом виде. Другими словами, объективная и лишенная интерпретации информация. Когда истина проходит через фильтр разума, она превращается в интерпретацию, то есть в знание. Все живые существа воспринимают истину в своей интерпретации. Курица видит и понимает мир совсем не так, как человек. Даже разные люди могут видеть и понимать одни и те же вещи по-разному. Поэтому знание является более или менее искаженной формой истины. Данные в информационном поле представлены в виде сложной энергетической структуры. Там записано все то, что заставляет материю двигаться по определенным законам. Сначала данные из информационного поля принимаются подсознанием, душой, затем сознание, разум, транслирует их в словесное или символьное описание. Так рождается открытие или создается новая музыка, произведение искусства, то есть то, чего человек не мог увидеть или узнать напрямую. Таким же образом появляются интуитивные знания и предчувствия. Возможно, вас все это шокирует и внушает недоверие. Что же получается, разум не может сам создать ничего нового, а просто получает данные из поля информации? Не совсем так. Разум может сконструировать новый объект или решить задачу, оперируя знакомыми объектами и логическими построениями. Другими словами, разум может сложить новый дом из старых кубиков. Но получить принципиально новое, то есть то, что нельзя сконструировать из старого, он не может. Принципиальные открытия в науке приходят не в результате логических рассуждений, а как озарение, как сведения ниоткуда. То же касается гениальных изобретений. Хорошая музыка сочиняется не подбором нот, а приходит как бы сама. Шедевры искусства создаются не в результате профессионального технического исполнения, а рождаются вдохновением. Идеально технически нарисованная картина не обязательно должна стать шедевром. Шедевром делает ее то, что лежит за рамками технического исполнения. Поэзия, которая берет за душу, не создается в результате разумного подбора правильных рифм, а идет оттуда же из глубины души. Все творчество, основанное на вдохновении и озарении, не имеет ничего общего с разумом. Разум только потом делает продукты такого творчества своими атрибутами. Например, разум может идеально скопировать старый шедевр, но создать новый он не способен. Разум анализирует данные, полученные подсознанием из поля информации, и облекает их в символьную интерпретацию в виде картины, мелодии, стихотворения, формулы, схемы и так далее. Нам пока не дано знать, каким образом подсознание получает доступ к полю информации. Мы можем лишь быть свидетелями, как проявляется такой доступ. Пример тому ясновидение, то есть способность воспринимать события, либо имевшие место в прошлом, либо еще не случившиеся, либо происходящие за пределами поля зрения ясновидящего. Мы не понимаем механизм таких явлений и объявляем их паранормальными. Маятники фундаментальной науки, не желая расписаться в своем бессилии, не воспринимают подобные явления всерьез.
Однако от того, что мы их не можем объяснить, они не перестают быть фактами, и так просто отмахнуться от них нельзя. Есть люди, которые видят события в поле информации так же ясно, как будто они происходят на их глазах в мире материальной реализации. Такие люди имеют способность точно настраиваться на реализованные секторы в пространстве вариантов. Например, чтобы настроиться на сектор пропавшего человека, ясновидец должен посмотреть на его фотографию или потрогать вещи. Услугами таких ясновидцев даже иногда пользуется полиция. Далеко не все видят так ясно, поэтому случаются ошибки. Есть две причины ошибок. Первая причина связана с тем, что ясновидец настраивается на сектор, который не был и не будет реализован. Разные секторы могут в зависимости от их относительной удаленности отличаться сильно или слабо в сценариях и декорациях. Вторая причина заключается в интерпретации данных. Например, древние предсказатели и пророки, наблюдая непривычные сцены из будущего, интерпретировали их по-своему, в соответствии со своим уровнем знаний. Поэтому предсказания часто бывают неточными. Верить во все это или нет – дело вашего выбора. Не забывайте, что трансерфинг является лишь моделью, позволяющей использовать законы мира в своих интересах, а не описанием строения этого мира. Трансерфинг также не является гранитным монументом с надписью «Именно здесь зарыта собака». Истина, как вам известно, всегда где-то рядом. Утверждение, что человек способен синтезировать все новое с помощью своего разума, тоже является всего лишь установкой. Просто мы давно привыкли к такой модели, и она для нас удобна. Надо отметить, что эта привычная схема жизни также недоказуема, как и модель трансерфинга. Так это происходит или иначе для нас, в принципе не очень важно. Факт состоит в том, что данные из пространства вариантов каким-то образом доходят до нас в виде различных намеков, видений, озарений, знаков, и мы должны по возможности понять их значение.